Друзья, в этом видео я покажу вам, как легко и просто обработать карман с боковой отрезной частью. Такой кармашек можно использовать при пошиве юбок, брюк, в женской, детской, а также мужской одежде. Обрабатывать я буду в чистую косой бейкой. Для обработки кармана нам понадобится передняя половинка брюк с косым входом в карман, верхняя подкладка кармана и боковая часть передней половинки. У вас у каждого будут свои размеры. Я шью на примере мужских брюк. Детали кроя у меня готовы. Передняя половинка брюк, верхняя подкладка кармана и боковая часть. Первым делом нам нужно проклеить косой вход в карман, чтобы предотвратить его растяжение. Проклеиваем мы с изнаночной стороны клеевой лентой долевой. У меня это готовая уже лента шириной 1 сантиметр. Если у вас такой ленты нет, можете выкроить из дуплерина по долевой полоску шириной 1 сантиметр. Делаем то же самое на второй половинке брюк. Далее к передней половинке брюк, к лицевой стороне, мы прикладываем лицевой стороной верхнюю подкладку кармана. Уравниваем срезы, скалываем или сметываем, кому как удобно. И прокладываем строчку на расстоянии 0,7 см от среза. Прокладываем строчку на 0,7 от среза, делая закрепки впереди и в конце строчки. Далее мы приутюживаем шов. Срезаем припуск до 0,5. Переворачиваем подкладку и аккуратненько заутюживаем. После этого нам нужно сформировать перекант на 0,1 мм на сторону подкладки. Заметать и приутюжить. Выметала перекат в 1 мм на изнаночную сторону. Кто-то скажет, я сразу буду шить. Пожалуйста, я показываю видео для новичков, и порой такой навык не повредит лишний раз метать, чтобы получить ровненький перекат, чтобы изделие смотрелось очень красиво. После этого мы приутюживаем наш припуск. Охлаждаем шов, стабилизируем его. После этой операции мы идем под машину и делаем отстрочку. Отстрочку делаем по лицевой стороне на расстоянии 5 мм. Убираем нитки сметывания и снова приутюживаем шов. У настоящего портного есть незыблемое правило: после каждой операции делать ВТО. Тогда ваше изделие будет просто идеальным. Далее мы берем боковую часть передней половинки, совмещаем лицом к лицу с подкладкой кармана верхней. Уравниваем срезы. Все должно совпадать. Скалываем или сметываем детали, прокладываем строчку на 0,5 от среза.
Далее срезы кармана можно обметать на верлаке, либо обработать, как я, косой бейкой. Как обрабатывать срезы косой бейкой, смотрите в моем видео по ссылке вверху экрана. Меньшую сторону я прикладываю к боковой части, которая смотрит на меня. Прикалываю ее иголочками, либо приметываю и делаю строчку точно вот в этот сгиб. Далее мы нашей бейкой, мы ее пришили, огибаем вот этот припуск. Вот это у нас сторона больше на 1 миллиметр. Огибаем припуск, фиксируем его либо булавочками, либо сметочной строчкой. Прокладываем закрепляющую строчку либо по самой косой бейке, либо в шов. Я буду прокладывать строчку в шов. Далее мы убираем сметочную строчку, приутюживаем детали и проверяем шов. Смотрим, чтобы бейка у нас везде была с изнаночной стороны закреплена. Так наш кармашек выглядит с изнанки. И теперь нам нужно закрепить вот эти вот срезы прямой строчкой. Закрепляем их булавками вверху и в боковом шве. Срезы все должны совпадать. Прокладываем вверху закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм и закрепляющую строчку в боковом шве. Наш карман готов. Так выглядит карман с боковой отрезной частью с лицевой стороны. И так он выглядит с изнаночной стороны. Обработали мы его косой бейкой. Опять же повторяюсь, можно было просто обметать на оверлоке. Спасибо вам за внимание. И пишите в комментариях обработку каких технологических узлов вам было бы интересно посмотреть.